На этой неделе был опубликован очень важный экономический отчет ИПЦ, который составил 3%, что сигнализирует нам об активном падении инфляции в США. Из-за падения ИПЦ индекс доллара пробил месячный минимум и упал почти на 2% в июле. При этом снижение инфляции повышает шансы на сокращение процентной ставки ФРС уже в сентябре, которые сейчас превышают 90%. Поскольку дешевый доллар и смягчение монетарной политики ФРС – это лучшие условия для рискованных активов, мы наблюдаем за тем, как рынок акций и криптовалюты стремительно растут. Важность падения инфляции прекрасно понимают американские фонды, которые именно по этой причине скупали биткоин на протяжении всей недели и накопили монет почти на 900 миллионов долларов. В это время Германия, которая в последние дни была главной причиной коррекции крипторынка, наконец-то завершила продажи биткоина и оставила только около 4000 монет в своем портфеле. Также SEC все больше и больше ослабляет давление на криптовалюту, особенно после прекращения расследования компании Paxos, которая выпускала стейблкоин Binance, и проекта L2 на биткоине Stacks. При этом комиссия с FTC четко заявила, что биткоин и эфириум – это товары, а 80% других монет не являются ценными бумагами. Ну и конечно же для крипторынка играет важную роль предстоящие выборы в США, ведь что Трамп, что Байден гарантируют своим избирателям поддержку криптовалюты. И учитывая, что на рынке мы имеем такое большое количество положительных катализаторов, а негативные факторы сходят на нет, прямо сейчас самое лучшее время, чтобы начать накапливать перспективные монеты, которые зафиксируют активный рост на предстоящем бычьем рынке. А какие именно монеты вам стоит добавить себе в портфель, я расскажу в этом видео. В сегодняшнем топе вы узнаете, как Hamster Combat запампит монету Тон, кто станет лидером роста L2 после запуска Ethereum ETF, с какой монетой SEC снимет статус ценной бумаги, а также мы разберем, какая криптовалюта даст иксы во время выступления Трампа на конференции Bitcoin 2024 через 2 недели. Поэтому, друзья, подготавливайте свои криптопортфели и смотрите это видео до конца. А если вы желаете вторую часть топа, где я соберу для вас еще больше перспективных монет, поставьте этому ролику 2000 лайков. Вам спасибо за поддержку, приятного просмотра, вы на канале Coin22, давайте начинать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и это ваша любимая рубрика «Топ криптовалют», где мы разбираем интересные монеты и на основе последних событий и новостей подбираем лучшие варианты, которые должны быть в ваших криптопортфелях. И кстати, что касается новостей, для того, чтобы оставаться в курсе всего происходящего на крипторынке и раньше всех получать самую важную информацию, прямо сейчас подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь наши редакторы отслеживают рынок 24/7, чтобы вы вовремя получали все самое актуальное. А сегодня мы уже выложили пост, где разобрали покушение на Трампа и то, как это отразится на его президентской гонке. Там много интересных деталей, поэтому обязательно переходите и читайте. Ну а первой монетой, которой мы уделим сегодня время, является Solana. И давайте узнаем почему. Конечно же, не секрет, что потенциальный рост Solana связан с запуском ETF, но за последнее время появилось много новой информации касательно вероятности одобрения Solana. Как мы знаем, Чикагская биржа предоставила формы 19B4 для торговли спотовыми ETF Solana от VanEck и 21 Shares. Так вот, теперь SEC должна до 2025 года ответить на эти заявки. Если быть более точнее, то главный аналитик Bloomberg написал, что у Solana ETF окончательный срок подачи заявок намечен на середину марта следующего года. Но до этого момента есть более важная дата, и это ноябрь. Насколько положительным является запуск ETF, мы видим по биткоину. И несмотря на то, что SEC год назад добавила Solana в blacklist и поставила на ней черную метку ценной бумаги, в этом году позиция SEC может полностью измениться. Во-первых, это связано с тем, что сейчас SEC прекращает вести расследования в отношении криптокомпаний и проектов. Все началось с Genesis и эфира, после чего SEC перестала расследовать эмитента Binance USD фирму Paxos, а буквально на днях компанию Hire System. Это разработчик монеты STX, что стало большой победой для криптовалюты, поскольку это главный L2 на биткоине. И все это противостояние SEC длилось около 3 лет, поэтому STX также можно присмотреть для покупки, учитывая, что проект хороший и его монета торгуется на минимальных уровнях. И текущая цена Solana – это также, считай, подарок, потому что, учитывая ее внутрисетевые показатели, она способна пробить $160 уже в ближайшее время. Например, TVL. По данным DeFi Lama, к концу прошлого года TVL BNB Chain превышал Solana более чем в 2 раза. Разрыв в $2 миллиарда в пользу BNB теперь исчез, что означает, что трейдеры вкладывают больше денег именно в Solana. Тем более у Solana есть такие сервисы, как ликвидный стейкинг Jito,
удерживающий 1,5 миллиарда депозитов, а также другие локальные сервисы, которые увеличивают общий TVL. С точки зрения активности децентрализованных приложений, Solana не занимает лидирующей позиции, но ее показатели улучшились за последние пару недель, в то время как у большинства ее конкурентов, наоборот, упали. Данные показывают, что Ethereum, BNB Chain и Polygon столкнулись с падением числа активных пользователей, в то время как у Solana количество этих пользователей, наоборот, выросло на 19% за последние 7 дней. Аналогичным образом объем Solana Dapps составил $703 миллиона за тот же период, что на 12% больше, чем за прошлые 7 дней, хотя конкурент Solana, лидер рынка Ethereum, получил падение объема на 37%. В одном из обзоров на Solana я вам показывал вот эти 3 ключевые диапазона накопления, которые остаются актуальными по сей день, поэтому используйте эти уровни для покупки и добавляйте Solana к себе в портфель, ведь несмотря на большую капитализацию, эта монета способна показать результат в долгосрочной перспективе, учитывая катализаторы, которые мы имеем на данный момент. Далее у нас идет монета фаворит моего портфеля, на которую я сделал ставку год назад, когда мы выпустили вот этот ролик, и это Toncoin. Про данную монету я вам рассказывал далеко не один раз, и думаю, объяснять, что это монета Telegram, которая имеет более 800 миллионов активных пользователей, вам не стоит. Я лучше расскажу о факторах, которые будут стимулировать рост тон в июле и на протяжении всей второй половины этого года. Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке продолжают обсуждать долгожданный листинг Hamster Combat. При этом не стоит забывать, что монету должны запустить именно на сети Ton. В прошлых роликах я вам уже рассказывал, как это повлияет на его цену. И принцип очень простой. После листинга хомяка много пользователей наверняка захотят продать свои токены. Тем более, как недавно сообщили анонимные создатели, они хотят сделать 2 раздачи монет. Мол, таким образом они сохранят интерес к проекту, и это поможет в будущем масштабировании. Токены в любом случае необходимо вывести на биржу, а поскольку они в сети Toncoin, то необходимо покупать тон для оплаты комиссий. Но сколько бы раздач монет они ни делали, мое мнение остается прежним, и я не рекомендую вам покупать ни после листинга, ни до него, используя предмаркет на биржах, а также большую часть натапанных монет лучше всего продать, ведь неизвестно, смогут ли разработчики удержать курс хомяка, когда миллионы пользователей по всему миру отправятся его продавать. Тем не менее, нас больше интересует влияние на тон, и как я только что сказал, оно будет положительным за счет роста спроса на саму монету. Понимая, что происходит со спросом, это помогает нам определить ключевые области покупки и продаж, которые непосредственно необходимы для открытия сделок. Именно по такому принципу аналитики нашей подписки Coin22 Pro ежедневно подготавливают прибыльные позиции. К примеру, на этой неделе все участники Pro получили лонг-сделку на AVAX с конкретной точкой входа и уровнем фиксации профита, из-за чего участники Pro заработали от 75% прибыли. Но если вы ни разу не пробовали открывать подобные сделки, вам очень сильно повезло начать все с нуля, благодаря нашему пошаговому обучению, где все знания мы подкрепляем практикой, и у вас будет возможность 24/7 обращаться к специалистам, которые вам помогут на всех этапах работы. А поскольку в формировании портфеля главное не только монеты, но и правильное соотношение, мы поможем вам собрать портфель и сбалансировать его, чтобы вы получали пассивный доход на долгосрочной основе. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и прямо сейчас у вас есть возможность присоединиться к профессионалам, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте вместе с нами. Поэтому, чтобы получить свою первую прибыльную сделку, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы предоставим вам подробные условия. Последний месяц на крипторынке был отмечен устойчивым снижением стоимости некоторых монет. Это привело к падению общей стоимости заблокированных средств в протоколах DeFi. Но вопреки тренду TVL Toncoin вырос за последний месяц. 3 июля TVL сети подскочил до уровня $720 миллионов. При этом на данный момент TVL сети превысил $730 миллионов, что означает 60% роста за последние 30 дней. Кроме того, только 5 из 17 протоколов DeFi, размещенных на Toncoin, испытывали снижение TVL в этот период. И по факту крупнейший протокол в цепочке Ton под названием DeDust увидел свой скачок TVL более чем на 100% за последний месяц. Отражая рост активности DeFi на Toncoin, 5 июля ежедневный объем торгов на DEX подскочил до рекордного уровня в $97 миллионов. С начала года, а точнее с начала февраля, Ton торгуется
в восходящем тренде. И как мы видим, я рекомендовал вам его покупать, когда он торговался ниже $7. Моя ближайшая цель на тон это $10. И я думаю, если его цена будет продолжать торговаться вот в этом тренде, а листинг монеты Hamster Combat все-таки состоится, это вполне достижимая цель для монеты тон. Так что покупаем и наблюдаем за движением. Также в комментариях под прошлыми роликами вы часто спрашиваете, в какой проект L2 на эфире лучше всего инвестировать. Ведь не за горами нас ждет запуск эфириум ETF. У меня есть для вас ответ, и это монета Оптимизм. Но почему не Matic или, например, Arbitrum? Для этого я сделал специальный анализ, чтобы ответить на данный вопрос. На самом деле трудно сделать вывод, какой проект L2 лучше, поскольку каждый протокол имеет свои плюсы и минусы. Многое зависит от характера проекта и потребностей его пользователей. На данный момент Arbitrum является наиболее популярным решением для Optimistic Rollup, в то время как Polygon используется благодаря своей сети ZK Rollup и более широкой функциональности. Arbitrum имеет наибольшую долю в DeFi, в то время как Polygon предлагает NFT проекты, но Optimism явно выделяется среди этих других монет. Токены OP построены на самостоятельно разработанной технологии блокчейна, и они обладают хорошей масштабируемостью, децентрализованной сетевой архитектурой и высокой безопасностью. Его сетевая архитектура включает в себя алгоритм консенсуса, поэтому масштабируемость в основном зависит от количества и производительности сетевых узлов. Поскольку сеть OP использует уникальный алгоритм консенсуса, его безопасность в основном основана на уникальности этих разработок. Главное преимущество OP отражается в его передовой технологии суперцепи, которая позволяет любой стороне проекта быстро и эффективно создавать блокчейн L2 прямо на OP. Например, известная биржа Coinbase успешно построила свой собственный L2 как раз таки на OP. Кроме того, OP также имеет сильную совместимость, позволяя соединять разные блокчейны через OP. Также, если посмотреть на корреляцию OP с Arbitrum и Matic, то мы увидим, что Optimism сильно выигрывает по доходности с конца прошлого года. Буквально на днях Optimism опубликовал, что Тесс Райнерсон, руководитель отдела новых продуктов в OP Labs, заявила на мероприятии, что присоединившись к суперчейну, команды стремятся расширить эфириум и его ценность, и недавно запустили 3 основные функции, а именно доказательство ошибок и фаза 1, режим ALDA и специальный газ-токен. Далее OP Labs запустит реестр Superchain, который может поддерживать получение информации о проектах, разработанных и построенных на суперчейне. Конечно, из-за общего спада на рынке стоимость OP упала на 32% за последний месяц. Согласно дневному графику, монета продолжает испытывать сильное медвежье давление, ведь, например, на прошлой неделе его индекс 6 июля показывает только отрицательное значение. Эта метрика отслеживает относительную силу покупателей и продавцов. Отрицательное значение, как это было неделю назад, указывало на доминирование продавцов. Тем не менее, сейчас цена уже успела восстановиться более чем на 30%. При этом OP может совершить отскок, и в июле на рынке будет запущен ETF на эфириум, потому что в понедельник сразу несколько компаний спотовых эфириум ETF направили все к обновленной заявке. В их числе оказались управляющие активами VanEck, Grayscale, Fidelity, BlackRock, 21 Shares, Franklin Templeton и Bitwise. По оценке различных аналитиков, запуск спотовых эфириум ETF может привлечь в индустрию от 3 до 5 миллиардов долларов в течение первой половины года. Это может вызвать рост стоимости эфира на 23-28%. Как только эти новые фонды начнут работать и спрос на сеть L2 возобновится, следующая цель OP будет выставлена выше $2. Таким образом, вот эта локальная поддержка обеспечит подходящую область для покупки. Ведь после того, как OP протестировал долгосрочную линию поддержки, то он начал восстанавливаться, что может сигнализировать о формировании нового цикла, в котором OP зафиксирует до 200% прибыли. При этом из всех L2 на эфире это самый подходящий вариант с очень сильным потенциалом на рост. Ну а напоследок я оставил специальный блок для более рискованных инвесторов. Это не отдельная монета, а больше тренд, который вероятно будет на слуху в ближайшие месяцы. На фоне президентской гонки Дональд Трамп привлекает к себе внимание за счет своей лояльности к криптовалюте. Трамп сам является криптоинвестором, и он имеет портфель, который оценивается почти в 10 миллионов долларов. Но знаете, во что больше всего инвестирует Трамп? Это мемкоины, которые с ним связаны, а также такие известные мемы, как Пепе. Это дает нам представление о том, что мемы могут получить дополнительную поддержку от Трампа и привлекут волну внимания инвесторов. Это имеет особое значение под конец месяца, потому что с 25 по 27 июля пройдет ежегодная конференция Bitcoin 2024, на которой выступит Трамп. За последнее время Трамп выразил решительную поддержку криптовалюты, заручившись поддержкой таких известных людей,
как основатели биржи Gemini братья Winklevoss, главу биржи Kraken и гендиректора ARK Invest Кэти Вуд. Трамп пообещал выступать за майнинг биткоина. Он активно поддерживал рынок криптовалюты и говорил, что будет защищать криптоинвесторов, а также он выступал против CBDC. Таким образом, на фоне предвыборной гонки, мемкоины, которые связаны с Трампом, могут фиксировать активные движения. А поскольку все мемы очень связаны между собой, то такой тренд будет наблюдаться у всех мем-монет. В этом случае вы можете рассмотреть сектор мемкоинов для краткосрочной покупки, но при этом я вас сразу предупреждаю, мемкоины это равно очень высокие риски, которые могут быть оправданы, так и нет. Для покупки мемов можно рассмотреть тот же Pepe, Bonk или, например, оригинальную монету под тикером Трамп, ведь даже после покушения на Трампа цена этой монеты выросла на 52%. И чем больше будет таких информационных катализаторов, тем больше это будет влиять на цены самих монет. Поэтому в качестве тренда на ближайшие пару месяцев можно будет использовать мемы. Понятно, что для долгосрочного инвестирования они вообще не подходят, но получать профит на локальных подъемах или падениях вполне возможно. Самое главное соблюдать все риски. Хотя потенциал президентства Трампа является оптимистичным для криптовалюты, есть еще слишком много неопределенностей для этого рискованного рынка криптовалюты. Фирма QCP говорит, что нам нужен катализатор, чтобы все снова заработало. Так вот, сильный дебют в запуске спотовых ETF на Ethereum может стать одним из таких катализаторов, который повысит ликвидность и добавит рынку восходящего движения. В целом, по мнению аналитиков, если Трамп победит в ноябре, то рынок может восстановиться и выйти на массивный бычий цикл. Банк JP Morgan прогнозирует рост в августе, а если учитывать все положительные катализаторы из сегодняшнего видео, то рынок реально больше смотрит в сторону роста. Поэтому пока цены монет еще не так сильно выросли, сейчас самое время закупаться и просто ждать. Ведь рынок работает именно таким образом. Тот, кто умеет ждать, остается в плюсе больше всех. Так что накапливаем, следим за новостями, которые есть в нашем телеграм-канале, и увидимся с вами уже на следующей неделе. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!